Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео поговорим о знаках, которые предупредят вас о каких-либо неприятностях, бедах и проблемах. Поэтому очень ваша задача не только прослушать это видео, а научиться читать эти знаки, видеть эти знаки вокруг себя. И это видео вам будет большой подсказкой. Кроме того, обращаем на это ваше внимание. Если вы нажали на это видео и смотрите, знаете, это высшие силы, ваш ангел-хранитель пытается вам, чтобы вы обратили внимание на те подсказки и знаки, которые он вам подает. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и начните анализировать, что же происходит в вашей жизни. Прямо сейчас ставьте лайк, друзья, подписывайтесь на наш канал. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Вы знаете, каждому из нас, конечно, хотелось бы прожить свою жизнь без проблем, без неприятностей, бед, но, к сожалению, так легко и просто не бывает. Мало кто знает, что часто в этом мы виноваты сами, так как не обращаем внимания на знаки, которые нам посылаются. Ведь если стать внимательнее и начать реагировать на них, то можно будет уберечься от многого, начиная от ненужного негатива и заканчивая различными бедами. Итак, давайте начинать. Первое. Если вы едете в какое-то дальнее место и ваш транспорт ни с того ни с сего сломался, не стоит продолжать свою поездку, перенесите ее на другое время. В данном случае ваш ангел-хранитель оберегает вас от беды, в которую вы попадете, продолжив вашу поездку. Если вы задумаетесь и проведете параллель, то вы увидите, что есть много случаев, когда люди куда-то добирались, у них что-то не получалось, они опаздывали на самолет, а он потом раз, что-то с ним происходило. Или же, когда кто-то не успел сесть на автобус, а через время узнал, что в дороге он попал в аварию. Каждый из вас мог слышать множество таких рассказов, и не только от чужих людей, но и от близких, друзей или родных. Поэтому, если вы куда-то не успеваете, не стоит всячески стараться это сделать. Значит, вам не нужно попасть к данной цели именно в то время, которое вы запланировали. Если вы опаздываете на работу, так как транспорт, на котором вы едете в процессе такой поездки сломался, не стоит расстраиваться. Вам нужно спокойно объясниться с людьми, которые вас ждут, или же с руководителем, и все будет хорошо. Но данное действие, знаете, не просто так с вами произошло. Оно предупреждает вас о том, что все действия с деньгами, которые вы запланировали на данный день, нужно отложить, так как они не только будут неуспешными, но вы еще и многое потеряете, что принесет вам сильные денежные проблемы. Это касается не только вопросов кредита, вложений, но и даже простой оплаты коммунальных услуг. Как только вы отложите эти вопросы на другое время, то вы увидите, что у вас будут ожидать более выгодные предложения или же действия, которые вы совершите, помогут вам приумножить ваш капитал, а не растерять его. Если вы едете на собственном транспорте и увидели перед собой точно такой номер, как ваш, только другой серии, это означает, что вам нужно остерегаться, так как вас могут обокрасть, и все покупки, которые вы запланировали совершить сегодня, особенно если это была крупная покупка, вам нужно отложить на другой день, так как такая покупка не только не принесет вам такой результат, который вы ожидали, но и в данном случае вы потеряете намного больше, чем вложите в данную вещь. Если в этот день вам предстоит деловая встреча, подписание контракта, это означает, что вам нужно внимательно присмотреться к тому, что вы собираетесь подписывать. Еще раз пересмотрите документы, и ни в коем случае не стоит принимать важные решения, так как этот день для этого не подходящий. Если вы опаздываете на встречу, о которой договаривались заранее, это означает, что человек, с которым вы должны встретиться, не чистосердечен, и что-то, что вы должны были вместе совершить, не закончится успехом, а принесет вам только проблемы различного рода, испорченное настроение, и в результате вам нужно будет думать, как с этим всем справиться, чтобы избавиться от всего плохого, что вы получили от этого человека.
То же самое касается и свиданий. Если вы опаздываете на вашу первую встречу, эта судьба подсказывает вам, что с данным человеком не стоит завязывать отношения, тратить на него свое время, так как кроме разочарований вас ничего хорошего с ним не будет ожидать. Вы это все сами ощутите, но много времени уже может быть потеряно, и ошибки, которые за данный период будут совершены, уже невозможно будет исправить. Если перед тем, как выйти из дома, вы не можете найти ключи, это означает, что в этот день есть опасность вашему здоровью. Поэтому будьте очень осторожны. Даже если у вас есть возможность не выходить из дома и все свои дела отложить на другой день, воспользуйтесь этим обязательно. Так вы убережете себя от бед. Если вы водите машину и перед тем, как выйти из дома, не можете их обнаружить, это означает, что вам ни в коем случае не стоит садиться за руль в этот день. Вселенная на энергетическом уровне вас об этом предупреждает, поэтому смените свой транспорт на такси или же на общественный. Так вы убережете не только себя и свою машину, но и деньги, которые вам нужно будет потратить в связи с возникшей ситуацией. Если вы очень внимательно ухаживаете за своими цветами, вы соблюдаете полив, удобряете, в какой-то момент они ни с того ни с сего начали вянуть, засыхать, терять листики, это означает, что вам нужно обратить внимание на родных, с кем вы живете, так как на кого-то из них наслали порчу, и очень скоро данный человек попадет в очень неприятную ситуацию, которая способна будет полностью перевернуть его жизнь не в наилучшую сторону. Вам нужно срочно провести энергетическую чистку данного человека, а также не забыть про цветы, пересадите их, обязательно поблагодарив за помощь. Быстро отреагировав, вы поможете данному человеку. Та ситуация, с которой он должен был столкнуться, обойдет его стороной, не принеся ему тем самым никакого вреда. Если у вас в доме разбилось зеркало, не паникуйте, подумайте и проанализируйте, кто был в вашем доме из посторонних до этого момента, так как такой знак указывает вам на то, что в доме был настолько недоброжелательный, завистливый и даже злой человек, что тот негатив, который он с собой принес, способен разрушать все на своем пути, и зеркало вам на это указало. Когда будете убирать его, это нужно сделать как можно быстрее. Не смотрите в него, а вынеся и выбросив, проговорите такие слова. Зеркало разрушительное зло впитало, его из моего дома убрало, я его выкидываю и от данного негатива себя и свой дом избавляю. Когда придете домой, подожгите свечку, обойдите с ней трижды дом, чтобы убрать все плохое. Если зеркало что-то упустило, общение с данным человеком ограничьте или вообще прекратите, так как в следующий раз вы можете пропустить знаки, его помыслы просто так уже вас не минуют. Если вы недавно в доме поменяли лампочки, а одна из них перегорела, это означает, что между супругами назревает сильный конфликт, что негативные энергии, которые они излучают, уже летают в воздухе и начали разрушать энергетику жилья. Вам срочно нужно поговорить с вашей второй половинкой, объясниться, найти выход из сложившейся ситуации, поговорить по душам. Возможно, у вас есть что-то недосказанное, и стоит это уладить. Как только вы это сделаете, вы почувствуете, что отношения между вами станут теплее и с каждым днем будут становиться только крепче. Если у вас в доме часто ломается техника, это говорит о том, что ваш дом наполнен сильным негативом, что с каждым следующим днем все будет только ухудшаться. У всех, кто живет в таком доме, начнутся проблемы, будет преследовать депрессия, поэтому выберите ритуал, который связан с сильной энергетической чисткой, и проведите его, не затягивая с этим, иначе проблемы у вас просто-навсего никогда не закончатся. Если у вас во время еды со стола упал нож, это означает, что кого-то из ваших родных ожидают неприятности. Вы столкнетесь с нечистосердечным человеком, который сильно вас обидит, направит, возможно, на неверный путь или же будет одалживать у вас деньги, которые вам не вернет. Поэтому стоит в ближайшие 3 дня воздержаться от новых знакомств и никому, даже близким друзьям, не стоит одалживать деньги, чтобы потом не жалеть о том, что вы не прислушивались к знаку, который был вам отправлен. Если на рабочем месте у вас потекла ручка, это означает, что кто-то из сотрудников завидует вам и постарается подставить вас перед руководителем. Обратите на это внимание. Поэтому, если вы собрались говорить с начальником, с руководителем, с директором на какую-то важную тему, то лучше всего перенесите данный разговор.
собирались просить о повышении или же о поднятии оклада, также воздержитесь от этого, так как желаемого результата, к сожалению, вы не получите. Если же начальник будет ругать вас незаслуженно или же, возможно, не оценит ваши действия, не расстраивайтесь и не реагируйте на это. Наоборот, соберитесь силами и ни в коем случае не вступайте в конфликт. Даже если вы будете видеть, что вы ни в чем не виноваты в возникшей ситуации. Очень скоро все решится само собой, и ваш руководитель осознает свои ошибки, и обязательно все станет на свои места. Если у вас остановились часы, нужно присмотреться к своему финансовому положению, так как у вас возможны крупные денежные потери. Не берите в период 8 дней ни у кого в долг, даже если вы уже договорились об этом, так как вы не сможете вернуть данному человеку деньги, к сожалению, в установленные сроки, и этим испортите с ним ваши отношения, наладить которые уже никогда не будет возможным. Это касается и любых кредитов. Взяв кредит, в такой период вы обзаведетесь долгами, которые могут вас привести к безденежью. Не рискуйте, выберите другое время и только тогда начинайте действовать так, как запланировали. Если остановились часы в доме, это говорит вам о том, что ваш домовой предупреждает вас о том, что энергетика жилья испорчена, что вы не замечаете негатив, который вокруг вас, а он уже начал разрушать ваше энергетическое поле, поэтому отреагируйте быстро, избавьтесь от него и проведите ритуал, который укрепит ваше энергетическое поле и сделает его сильным. Если вы куда-то шли и вернулись, забыв дома какую-то вещь, предмет, это говорит о том, что день будет неудачным именно для вас, и вам не стоит планировать ничего важного и сложного на этот день, так как любые задумки не увенчаются успехом. Если же вам предстоит какая-то дальняя поездка, и перед этим в ваш дом влетит бабочка, это означает, что поездка будет неудачной. Вам нужно ее перенести или же быть готовым к неудачам, чтобы быстро на них обязательно отреагировать и не позволить им принести вам вред. Очень важно, чтобы вы всегда проявляли внимание ко всем знакам, которые встречаются в вашей жизни. Очень важно, чтобы вы их не игнорировали. Вы сами даже пишите в комментариях о том, что вот у меня был такой-то знак, мне пришло письмо, я очень расстроилась и в конечном итоге не пошла в магазин или что-либо не вышла из дома, и в конечном итоге это помогло мне в жизни. Вы должны понимать и то, что иногда то, что происходит с нами, мы вроде бы как недовольны теми ситуациями, теми моментами в нашей жизни, но вы должны понимать и то, что таким образом Вселенная пытается нас оградить от чего-то большего. Поэтому, если у вас что-то в жизни не получается, на данном этапе в жизни, в первую очередь вам нужно не ворчать, а поблагодарить Вселенную, своего ангела-хранителя, Бога, высшие силы за то, что все живы, что все здоровы, что все находятся в здравии. Это очень важно. И попросить открыть вам глаза, почему это так произошло или что вы на данном этапе делали не так. И поверьте, Вселенная сделает все, чтобы вы увидели, что вот в тот момент вот нужно было так или иначе поступить. Или бывает другая ситуация. Человек очень сильно хочет устроиться на какую-то высокооплачиваемую работу. При этом человек мечтает и чуть ли не полжизни тратит на то, чтобы устроиться на ту работу. И в конечном итоге, как проходит какое-то время, человек разочарован, человек недоволен этим. И приходит момент, когда человек говорит себе: слава Богу, что я не устроился на эту работу, потому что на этом предприятии, заводе произошло очень нехорошее событие, которое могло повлиять на этого человека. Поэтому, когда Вселенная вам не открывает дорогу к тем вашим мечтам, желаниям, моментам, бывает даже так, что человек хочет купить технику или что-то он хочет купить, а у него это не получается. Постоянно происходят какие-то ситуации, ему приходится из тех накопленных денег постоянно по чуть-чуть брать денежку. Вы должны, конечно же, подумать, а что же происходит в действительности? Возможно, Вселенная на данном этапе не хочет, например, чтобы вы купили стиральную машинку.
Почему? А дело в том, что буквально через пару дней вас может просто-навсего затопить, и ваша стиральная машинка и ее электроника просто под водой просто накроется, и вам придется вызывать мастера или покупать уже еще раз новую стиральную машинку. Поэтому всегда благодарите высшие силы, всегда благодарите Бога за то, что есть в вашей жизни. Да, иногда мы с вами живем в материальном мире, и нам сложно, потому что мы как маленькие котята, слепые котята, которые не видим, а что же происходит именно в том, где мы находимся. И вы знаете, только через определенный период времени мы начинаем осознавать и понимать, что вот действительно вот эта ситуация и то, что происходило с человеком, это действительно вот нужно было так. Бывает так, что ангел-хранитель делает все, чтобы человек не оказался в том или ином месте или не купил ту или иную вещь, и это все неспроста. Поэтому прямо сейчас вот в комментариях к этому видео обязательно напишите слова благодарности своему ангелу-хранителю. Помните о том, что ангел-хранитель, он всегда с вами, он вам помогает. Да, мы его не видим, потому что мы с вами живем в материальном мире, но ангел-хранитель, как только мы появились в этом материальном мире, он всегда с нами, он нас всегда ведет за руку. Да, многие люди не доверяют интуиции, многие люди не верят, что это, возможно, подсказки и так далее, и так далее. Но вы должны понимать, что не стоит стучаться в ту дверь, которая на данном этапе, возможно, или закрыта, или вам не стоит в нее входить. Придет момент, придет время, и она сама откроется. А возможно, вы выбрали путь самый тяжелый, который вам на данном этапе также не нужно осуществлять. Помните о том, что Вселенная и нематериальные блага, они также все регулируют, потому что все должно быть в балансе и в гармонии. Помните о том, что если вы что-то не видите, это не значит, что этого не существует. Помните об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно в комментариях поблагодарите своего ангела-хранителя, высшие силы. Вспомните вот какую-то ситуацию прямо сейчас и поблагодарите, вне зависимости, что это будет. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимаем на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.